Здравствуйте, мои дорогие! Знаете, Азия очень широко представлена в моей жизни. Я же много лет проработала переводчицей японского языка. Я люблю азиатские страны. Я была в Малайзии, в Китае, в Японии, в Сингапуре, где только не побывала. Это сейчас я боюсь летать на самолете. А раньше не боялась и летала. И какое-то время мой муж работал в Китае, в Пекине, в советском тогда посольстве. Он был врач-стоматолог и поправлял сотрудникам посольства их зубные проблемы. И целый месяц я жила в Китае, была там у него в гостях. Я быстро-быстро, так как я хорошо знаю японский язык, быстро выучила много-много слов по-китайски, ходила сама по городу, ездила на такси сама по Китаю, говорила только водителю «Сулянь, Ташигуань, Доджимент». Они даже удивлялись, это значит улица Доджимент, русское посольство. И, конечно, с удовольствием ходила по китайским всяким заведениям, где угощают, едят. И китайская еда бесконечно вкусная, все это знают. Но есть такие блюда, которые мы вполне можем сделать и здесь у нас. Вот одно из очень распространенных китайских блюд называется битые огурцы. Вот мы сейчас все это будем сделать, накажем эти огурцы и забьем их, и будет китайское блюдо. Но помните, в предыдущем выпуске я вам начинала читать стихотворение и сказала, продолжение следует. Так я должна вам дочитать, чем же это все продолжалось. Краткое содержание предыдущих серий. Слово «зато», оно всегда работает. Одно плохо, другое хорошо. И мы часто говорим «зато, зато». Итак, с одной девушкой все ясно и понятно. Кто не помнит, посмотрите предыдущую серию. Про другую. А та, которая счастливая. Помните? К тетке в деревню едет в поезде. Лето, отпуск, в городе жарко, а у мужа как раз на работе зоопарка. Переговоры важные очень и семинар 2 недели в Сочи. И он с женой поехать не может. Сынок, скрывая следы на коже, где-то торчит у друга на даче. И эта счастливая в поезде плачет. Что-то не так, оба врут, это ясно. Зато не появится красавец опасный, который поселится у той красивой и будет за 2 недели счастливый. Потом он исчезнет, прихватит шубу, кулон, сережки и 2 колечка. И жизнь за горло так схватит грубо, железной хваткой сожмет сердечко. Она не один прорыдает вечер. Зато время боль потихоньку лечит. И черт с ней шубой. И лучше даже. Она потихоньку денег отложит и курточку купит на распродаже. И будет выглядеть даже моложе. А тот подонок за все поплатится. Зато как к лицу ей новое платьице. И вообще, ей одной хорошо. Зато в день рождения никто не пришел. Вот так. Вся наша жизнь. Зато то одно, то другое. Вернемся к нашим огурцам. Мы их изобьем, зато они будут очень вкусными. Берем такой пакетик, который закрывается. Только уж так уж не убивайте их совсем. Надо их побить, но не избить. Давайте я вот так положу на стол. Побить, но не так сильно, чтобы они превратили в кашу, а просто, чтобы они почувствовали нашу руку. Вот так. Теперь я эти огурцы перекладываю в отдельную мисочку. Бедные, несчастные. Только я их нарежу сначала и переложу в мисочку. Вот так. Вот такими кусочками. Слушайте, я думала, что я слабее, как я их бедных-то изувечила. Но ничего, терпите, ребята. Зато будете вкусными, вас будут хвалить. Все, что в жизни дается непросто, потом оборачивается хорошей стороной. По крайней мере, я всем этого желаю. Вот так вот. Не очень крупно, не очень мелко. Знаете, я вообще люблю говорить о том, что бюджет – это важное дело, важная составляющая. А вот это блюдо приготовить позволяет любой бюджет. Вот, например, у кого бюджет покруче, может раствор, этот соус приготовить из рисового, вот у нас тут есть рисовый уксус, все в равных пропорциях. Кунжутное масло в равных пропорциях. Нет кунжутного, берите подсолнечное. Все делайте так, как вам по таланту, по карману. Мы же говорили, но вот обязательно это соевый соус. Я думаю, что это всем доступно. Вот соевый соус. И везде продается. Без него просто не будет азиатского вкуса. Теперь коричневый сахар. Нет коричневого, берите любой. Вроде как коричневый, он должен тут придать какой-то особенный вкус. Нет, я послаще люблю. Он сейчас должен раствориться. Мы ему поможем раствориться там. И мешаем маринад до тех пор, пока сахар не растворится. Давайте мы, пока он будет растворяться, положим туда и красный перчик чили, потому что он необходим.
Главное, руками не берите. Я однажды, я просто не знала, что перец чили, он такой был красивый. Я решила показать, что я такой клоун Буратино. Взяла, одела его на нос. Несколько дней я потом ходила с красным носом, уже без перца. Я чуть-чуть посолю огурцы, просто я не могу, чтобы огурцы совсем не солить. Я понимаю, что соевый соус, конечно, даст им нужный вкус, но я немножко посолила. Теперь я сюда для красоты положу морковки. Я думаю, что они подружатся с этими огурцами. Так же веселей, тем более, что у меня майка такого цвета и морковка. Мы же сочетаемся красиво, правда? Вот так. Теперь положим сюда горчицы. Это кунжут. Я так думаю, что кунжутом мы посыпем огурцы. Давайте я его потом посыплю. Я немножко посыпала, но мне кажется, что лучше потом. Сейчас чеснок. Видите, я немножко путаюсь в порядке, но это совершенно не важно. Мы же с вами не снимаем научно-популярный фильм «Как сделать битые огурцы». Мы просто с вами... А китайская кухня, она очень адаптивна. Ее можно и так, и сяк, и накосяк. Тем более, что мы сегодня с вами вообще на нашем канале, в нашей стихийной кулинарии не придерживаемся никаких правил. Я вот помельче его режу, чтобы его было мне просто раздавить потом чеснокодавкой. А вы можете сразу в давилку. Некоторые еще как-то умеют нажать на чеснок, я пока не умею. Главный девиз наших с вами встреч – готовить вкусно, разнообразно, по карману и по таланту. Поэтому у нас нет таких очень замудренных блюд. Все доступно по всем вопросам. И главное, мы готовим для себя, для друзей, для своих родных, для всех, кто нам важен, дорог, и для тех, кто к нам приходит. Потому что еще наш один девиз – одному есть неинтересно. Вы со мной согласны? Вот сейчас мы с чесноком расправимся. Уже осталось немножко. Объявляю конкурс на лучшее название пока не существующего китайского блюда, которого пока подают под очень скучным названием «битые огурцы». Мои замечательные подписчики, теперь уже друзья, работают над классным названием. И вместе с лайками и колокольчиками в мой YouTube-канал присылают мне варианты названия. А-то пока назовем их порубайскими огурцами. Порубили, порезали. И вот маринад. Сахар я так кладу ложку и придерживаю, чтобы сахар в кусочках не попал сюда. Он нам тут в кусочках не нужен. Теперь мы сюда порежем кинзу. Это очень нужная вещь. Не жадничайте, порежьте много. Многие думают, что кинза исключительно кавказское блюдо. Оно очень, кинза подходит как раз к азиатским блюдам. Очень. Не жалейте. Азиаты этим пользуются, и кинзу уже теперь, наверное, выращивают. По крайней мере, у нас они ее точно едят. Японцы, я с ними столько провела времени в своей жизни, они очень любят кинзу. Теперь мы это все дело помешаем. Попробуем. Ну, сейчас очень ответственная задача попробовать, но не съесть сразу все, честно вот скажу, это вкусно. За меня говорите, солить не надо, сахарить не надо. Получилось так вкусно, я даже сама не предполагала. Ну что, теперь мы это красиво положим на тарелочку. Не забываем о том, что азиаты любят, чтобы было красиво по цвету, по виду. Вот так положим на тарелочку. Посыпем сейчас кунжутом, который придаст еще более азиатский вкус, колорит и вид. У японцев нет слова «приятного аппетита», но они всегда... У китайцев, я не знаю, может быть, есть, может быть, нет. У японцев нет, но когда они садятся все вместе обедать или ужинать, они ждут, пока все будут в одинаковой готовности, делают так и говорят «итадакимас», что значит «приступим» и будем есть на здоровье. И мы тоже, как и японцы, «итадакимас», мои дорогие. Мы же еще желаем, чтобы у вас желания исполнялись. Видите, как я желаю, чтобы исполнялись желания. А для этого вот вам моя рука. Целебная, терапевтическая и добрая. Будьте здоровы. Ешьте на здоровье.